что ж, дорогие мои друзья, всем добро пожаловать на вечерний стрим по Ведьмаку, тоже ночной стрим Ютубу, Твичу. Всем огромный привет. Ребят, все, кто меня на Ютубе потерял, я напомню, что я стримлю на канале Твича Hard Game Channel. Ссылочка внизу в описании есть на Twitch. Отслеживать, это бесплатная подписочка там. Ссылочка на плейлист на все прохождение Ведьмака также найдете в описании. Так что всем добро пожаловать. Чай, кофе. Поехали. Итак, мы с вами прибыли на Скеллиге. Встретиться у Йеннифер. Ну, как мы и говорили, мы с вами не каблуки. Мы с вами, наверное, залетим прям сразу же к Йеннифер, к нашей дорогой. Предлагаю сразу, в общем-то, к ней и выдвинуться. Так, нам бы только понять, как здесь пройти. Почему-то, кстати... здесь... Приблуда. Да что ж вы меня везде приблудой зовете? Я красивый. Что началось? Мне, кстати, люди давали очень неплохие советы на тему того, что Леха очень много разных интересных мест на Скеллиге. Будь внимателен, обязательно пройдись по знакам вопроса, уделим этому стрим. Я бы не сказал, что очень много мест на Скеллиге, очень много в воде разных ништяков. Так что я думаю, что попутешествуем, посмотрим, оценим. Очень, кстати, красиво здесь музыка играет. Это прям викинги, это прям, знаешь, такие норды. Взгляни-ка сюда. Давай взглянем. Приветствую. Что хочешь купить? Слушай, я бы на самом деле посмотрел на товары. Покажи мне свои товары. Так, не удивил, абсолютно не удивил. Не знаю даже. Откроет места для быстрого перехода. Вы знаете, за сатырочку, наверное, можно купить. Слушайте, подождите. Покажи мне свои товары. У него бабки есть? У него есть деньги. Ну, раз есть деньги, тогда принимай. Все. Деньги у работяги закончились, да? Угу. Вызвать кровотечение на 700. Ребятушки, 700 у меня целых этих. Вы знаете, надо скинуть то, чем я не пользуюсь. Вот, допустим, получение адреналина, равновесие надо оставить, весь контроль. Например, вот с броней связано пробитие доспеха, я абсолютно не пользуюсь этой вещью. Очень дорогие, кстати, вот эти камушки. Очень Бывай. дорогие. Бывай. Спасибо огромное за подписочку. Монтаро. Спасибо за 3-й месяц. Я так понимаю, купил. Подписочка в подарок. Да, Монтаро. 3-й месяц. Поздравляю. Поздравляю. Для друзей у нас есть сердце, а для врагов... Здесь, вы знаете, недавно пересматривал что-то у какого-то стримера, по-моему, на Твиче. Рот закрой. Пересматривал «Властелина колец», там, где, помните, уже финальные какие-то части, там лучники, гномы, эльфы. Прикольно Бран так. был великим владыкой. И ему нужен достойный преемник. Кажется, госпожа, ты говоришь о ком-то определенном. Беда Скеллиги в том, что здесь нет наследственной монархии. Любой выскочка может стать королем и пустить прахом достижения предшественника. Король на островах — фигура скорее символическая. И это тоже нужно изменить. В наши времена нужна сильная централизованная власть. Это верно. Как интересно Ян нас представит. Это мой друг Геральт.
А это В смысле, Вирна, друг? вдова покойного Брана. Королева-мать. Приятно познакомиться, Геральт. Надеюсь, ты мне простишь, но в такой день я не могу себе позволить удовольствие долгой беседы. О, ты выбрал себе костюм. Ты, разумеется, понимаешь, что мы будем подходить друг к другу как оборки к мундиру. У каждого свой стиль. Обидненько, да? Ты с рыженькой? Пойдем, а то все перепьются. И разговаривать будет не с кем. Точно. Не знаю, чего хочет Крах, но навстречу мы должны прийти с ясным рассудком. Я не буду пить. Не хочу притуплять чувства, когда ты рядом. Ты и дальше собираешься расточать мне комплименты? Я собираюсь говорить то, что думаю. Приезжают тут всякие с большой земли. А Да нам хорош потом их меня руки обижать, с корчмы приезжают и выносить. приезжают. Что вы привезли на прощальный пир? Хлеб, овечий сыр. А у нас полный воз добычи отбитый у черта. Знаешь, Геральт, меня занимает один вопрос. С чего ты вдруг отрастил бороду? В смысле? Не знаю. Тебе идет. Как выглядит. Я в курсе. Госпожа Йеннифер, господин, Привет тебе, Арнвальд. Мой товарищ, Геральт из Ривии. большая честь для меня. Уважение. Рад встрече. Гостей собирается немало. Каждый хочет проститься с королем и увидеть претендентов на корону. Мы хотели поговорить с Крахом Анкрайтом. Ярл скоро будет. Он выделил вам почетное место рядом со своей дочерью Эрис. Прошу за мной. Нас посадили здесь. Я сама его об этом попросила. Хотела познакомиться со славным ведьмаком Геральтом. Мы уже встречались, ты не помнишь? Это было так давно. Ты навещал нашего отца, когда мы с Хьялмаром были детьми. Ял. А теперь представлю наших сотрапезников. Это Хальбьорн, сын Хольгера Чернорукого. Это Лугас Синий, первенец Лугаса Безумного. А с сушеной треской сражается Отрик Анхиндер. Нихера там машины сидят. Что-то у нее кто-то ее покоцал. Похоже, нас посадили с сыновьями ярлов. Керис Анкрайт, дочь Ярла Геральт. А дочери Ярлов ничем не уступают их сыновьям. Вы, наверное, уже поняли, что каждый из них только и мечтает стать преемником Брана. Керрис завидует, потому что тот из нас, кто отличится самым славным деянием, станет королем. Все знают, что деяниями состязаются только на показ. На самом деле все будет так, как решат ваши отцы. А вы думаете, о чем еще они говорили с Крахом? Ты говоришь так, потому что сама ничего не можешь. Помнишь, как Хьялмар вызвал смельчаков бежать на гору на перегонки? Он прибежал первым и вбил На свой гору на топор в перегонки, пенек на да. вершине, а тебя там не было. Ты грела свои цыплячьи косточки у очага. Почему ты не ответила на вызов? Не твое дело. Но я бы победила. И тогда, и сейчас. Слово о Хьялмаре, а где он? Ло. Мой брат гуляет сам по себе. Впрочем, может, повторим состязание? Я любого одолею. Хоть бы и ведьмака. Если я возьму над ним верх, это будет настоящий подвиг. Согласны? Зависит от того, согласен ли ведьмак. Геральт? Вообще на язычах. Я вроде. с удовольствием. Просто Какие в правила? соло. Выигрывает тот, кто первым вырвет топор Хьялмара из пня на вершине. Если сойдешь с тропы, то проиграешь. Погнали. А я уж думал, наблюю тут со скуки. Начнем! Пришли. Отсюда вы Проверять. отправитесь на вершину вон той горы. На вершине есть дубовый пень. Кто вырвет из него Хера топор себе вершина. Хьялмара, тот и победил. Я готова. Начинайте, когда я протрублю в рог.
Погнали. Поспеши, старичок. Че, как там дела? В общих чертах, ну так, чтобы я понимал. Че там, как там вообще в целом? Как там, нормально все? Все хорошо? На задворках как там дела обстоят? Ну так, чтобы я понимал. Кто, ребят, также в гору может бежать, плюсаните, пожалуйста, в чат, там на ютубе тоже лайк поставьте. Тупо изи просто. Ну, вообще просто на изичах. Просто не ощущаю что-то даже вообще. Не чувствую абсолютно. Что с лицом, я не понимаю, где. Я был впереди всего на волосок. На какой Так не волосок? бывает. Есть только победа или проигрыш. И я проиграла. Лучше вернемся на тризну. Давай. Обидненько, да? Пир-то уже в самом разгаре. Мы потеряли вас из виду. Кто победил? Я проиграла. Ты проиграла Ведьмаку, Перепелочка. Всякий из нас Перепелочка. проиграл бы. Хватит этой болтовни, давай выпьем. Выпьем за Керис. Подайте меда и кубок. Собрано. Пусть ему всего хватает на том свете. Помянем. Здоровья моей прекрасной спутницы. Вынь, говорит, язык из моей жопы, пожалуйста. Благодарим за Спасибо. компанию. К сожалению, нам уже пора. Разве? Нам надо поговорить. Но не здесь. За этой дверью ты все узнаешь. Раз ты настаиваешь. Мой кукол, ты меня называла. Ля, сколько пайки. Танцуют Позвольте представить Геральта из Ривии, Ведьмака. А это Ярлы, Донор Анхинтер и Лугас по прозвищу уважаемые Безумный. люди. Называть Лугаса безумным — оскорбление для безумцев. Он обычный долбошлеп. Назови меня еще раз долбошлепом, и я отрежу тебе башку, насажу ее на кол и носу в дырку от шеи. Хватит. Время решить спор здесь и сейчас. Опа. Вот напугал. Я уж в портки навалил. Смотри, мудло, покалечишься. Я слышал, во время пиров на Скеллиге нельзя обнажать оружие. Я знаю священные обычаи. Но пусть и Лугас знает, что я не позволю опустошать Хиндерсфилд. Клинок. Не боюсь я тебя, Донор. Скоро я приплыву, выдеру жриц, напьюсь из твоего кубка и насру тебе на стол. Жди меня. Настоящий мужской поступок. Вот бы обрадовался император, услышав ваш разговор. Милости просим, его императорское величество, к нам на огонек. Ща ты, блядь. Пусть приходит. Мы черных не боимся. Грабить прибрежные деревни вы мастера. Только настоящая война с регулярной армией – дело другое. Гляди, какая языкастая. Иди-ка, ведьма, мешать в котле и сводить чири. И не болтай о том, про что не имеешь понятия. Давай ты просто извинишься. Успокойся, Лугас. Ни одна баба не будет учить меня воевать. Я и не собиралась этого делать. Пойдем, Геральт. Думаю, тема для разговора исчерпана. Ты давай это... Я тебя запомнил. Ну-ка, рассосались молодые. Что теперь? Теперь мы нанесем визит в лабораторию Мышавура. Ты не говорила, что он нас пригласил. Он не приглашал.
Мать, что-то как-то мы в гостях так-то. Нельзя просто вломиться в мастерскую мышавура. Не зная я тебя столько лет, я бы решила, что ты превратился в мелкого мещанина. Но я знаю, что ты просто брюзга. Чё, блядь? Зачем тебе это? Я хочу забрать маску Урабороса. Не вор. Эта вещица нам понадобится, значит, придется ее украсть. Ну иди кради, ёпта, меня в люди в Ну дом да, пригласили. Чё, как красть что ли буду? иначе. Пойдем, Геральт. Блин, у меня типа выбора играть нет, Теперь не ты дает. расскажешь, зачем тебе маска Урабороса. Ну серьезно, а? Разумеется, в свое время. Я так понимаю, когда это время наступит, решать будешь ты. Угадал. Значит, флешбеки начнутся, сейчас здесь все вообще просто вынесу вместе с коробки. Каблук, ребят, ну по сюжету типа, ну я Стражники, ничего не мог сделать. спрячемся за гобеленом. За кем? Воробей чирикает, скворец свистит. А Галка что? Галка галдит. Чиж пищит. Журавль курлычет. А павлин вопит. Ястреб клекочет. Жаворонок звенит. Голубь воркует. Все. Соловья забыл. А, соловей поет. Нихера себе. Всем здравствуйте, любители флоры и фауны земель Скеллиги. Сегодня мы проведем экскурсию по птицам Скеллиги. Еще чуть-чуть и... А петушок кукарекает. Ха! Здорово, просто праймеры. не О, откроешь. блядь. Это еще не все сюрпризы. Видишь ворон? О, Вася. Трудно их не заметить. Они шпионят для Мышавура. Да, Вася ворон. Наверняка лаборатория где-то здесь. Кушать, кушать. Кстати, я чувствую магическую ауру. Иди сюда. Мы вылезем через окно и пройдем по карнизу. Угу. Я уже видел у нас дураков в городе, которые так же делали. Потом от асфальта лопатами отскребают. Видал я зрелище и поотвратнее. Геральт из Ривии. Романтическая версия. Земли Скеллиги мне, кстати, по душе. Очень красиво. Найс, вообще магические двери, ловушка, вороны. Просто тупо взял через балкон, обошел. Здравствуйте. Какое интересное хобби. Особенно для друида. Надо думать, мышавур очень любит живую природу. Ля. Осмотреть, используя ведьмачью... В Каэр-Морхене у нас был один такой. Я тебя умоляю. Вообще медведи не боятся. Выглядит как живой. Охотник в такого оленя стрелу бы пустил. Давай-ка мне вот это вот как живой, вот это я осуждаю, ёпта. Ваши вот эти вот как живой, не живой. Ладно, дальше-то щемиться. Ты что? Порезался. Тут заперто. Звери ожили. Берегись, Ян. Кого, блядь? Я чувствую. Они приближаются. Они повсюду. Кого нахер, вы чё? Сдохни! Чё, подожди, тихо. А они мне урон не наносят. Пахнет грибами. Скорее, как одним меньше. Слушай, а они урон не наносят. Может, галюны у него? Они не наносят урона. Мне кажется, это типа фэк-ловушка. Ага, все, его штырит.
Тупо биполярка началась, все. Что происходит? У тебя были галлюцинации. Ты начал рубить все вокруг. Мне пришлось тебя успокоить. Ясно, биполярка. Выглядело это, наверное, странно. Изнурительные тренировки в Каэр Морхене окупились сполна. Ты одолел почти все чучела зверей. Но не надо. Ладно. Мы прошли испытание чучелами. Дверь открыта. Идем внутрь. Видал, как я их? Просто изи вообще. Нечего связываться со мной. Я закрою проход, чтобы никто ничего не заподозрил. О, шишка. Шишка. Вот и мастерская Кто бы нашего мог друида. подумать. Надо ее обыскать. Это женский Маска плод. Урабороса должна быть здесь. Череп ребенка? Чего? Здесь также подробная карта королевств Севера. Сферы влияния в разные периоды. Больше не актуально. Похоже, Машавур кладет что-то в руку этой статуи. Бедный Йорик? А что ты, статуя, скажешь о черепе? Нет, ты не похож на нерешительного принца. Шишка? А если вставить ему в лапу шишку? Ничего. Погоди-ка. Надо почухаться Посмотри здесь. повнимательнее, может, еще что-нибудь найду. Надо тут почухаться, подождите-ка. Ля, ёпта, конь. Козлик из липового дерева. Здесь есть подпись. Дяде Мышавуру. Это сделала Цири в детстве. Когда он был ее учителем, она так его называла. Сейчас мы найдем, не ссыте. Меч в камне. Может вытащить? Не видишь, что ли? Он зажат тисками. Вытащил? Такой мастерской не постыдились бы даже имперские алхимики. О, бульварное чтиво. Труп из Новиграда. Автор Саша Гади. Краснолюдский. Тройной выдержки. Мед? Предание Скеллиги о дикой охоте. Островитяне верят, что призраки плавают на дракаре из ногтей мертвецов. Дракары — это корабли. Трубка. Похоже, Машавур заказывает себе настоящий табак. Письмо с печатью Машавура друидам. Он предупреждает их о тебе. Бесстыжая манипуляторша. Попробуем еще раз. Как насчет кружки меду? Статуя, не статуя, всем порой нужна выпивка. Похоже, сработало. Во. Мышавур любит развлечься за чужой счет. Чувствую, маска будет в этом помещении. Пришли. Мне кажется, это уже не глюны. Маска Т-3000. Вот она. Надо вернуться на пир, пока... Это ловушка. Мы попались. Ну куда лезем, я не пойму. Куда, родной, куда? Сколько мне еще ждать? Нет.
Тупо full сет. Куда, братик, куда мы залезли, я не пойму. Ты чувствуешь? Понюхай. Это газ. Решетка по-прежнему закрыта. Надо что-то придумать и побыстрее. Что придумать? Слышь, мать, давай там, я не Да, знаю, колдуй, да. что-нибудь делай. Ёпта, а что придумать? Найти выход из ловушки. Сучий друид нас отравит. Этот газ убьет нас за несколько минут. Телепортируй нас. Подумай о чем-нибудь. Быстро! О чем угодно! Сиськи. Держись за меня. Что? Я не то нажал, наверное. Бывает. Ой. Лаги. Помните, величайшая Никто ничего не доблесть заметил. сражаться с бестией, проклятой людьми и богами. Высший подвиг — подвиг на службе богини. Прекрасно сказано. Спасибо. Все запомнят твои слова. А теперь начнем. Мы проводили Никто не спалил. Брана в иной мир. Теперь выберем его преемника. Король должен быть мудр. Король должен быть уважаем. У короля должны быть яйца. Среди нас таких немало. По всем параметрам подхожу. Пусть выйдут те, что считают себя достойными трона. Ну, тут сейчас все выйдут. Четыре. Мой 5. сын не смог сегодня прийти. Вот его топор. Вот его воля. Не, ну а что, если они на равных, у них типа вот такие правила, почему нет? Пусть победит лучший или лучшая. Минус 700, кстати. Как они, интересно, соревноваться будут? Что ей взбрело в голову? Ну, типа, Она твоя дочь, разве нет? Теперь-то я знаю, зачем она сказала мне, что собирается на спикерок. Ах, дети. Чем они старше, тем больше с ними хлопот. Значит, нельзя откладывать наш разговор. Идем. А что было с Цири, когда она вошла в девичий возраст? Я помню, какими были ее бабка и ее мать. А говорят, яблоко от яблони далеко не падает. За ней невозможно было уследить. Она всегда стояла на своем и все делала по-своему. Почему ты спрашиваешь? Она одного возраста с Керрис. Но о моих детях позже. Сначала поговорим о ваших. Йеннифер говорит, что Цири попала в беду, и что вы ее ищете. Именно так. Если понадобится помощь, золото, корабли, что угодно, только скажите, я дам вам все. И я точно знаю, что девушка жива.
Когда проливается кровь дочерей Рианон, море безумствует. Я бы запомнил такой шторм. Йеннифер считает, что аномалия на Артскеллиге связана с Цири. Мне так кажется. Когда я осмотрю это место, смогу сказать наверняка. Я видел, что там, и это ненормально. Друиды едва справились. Объясни мне, Йеннифер, как Цири могла вызвать такие разрушения? Это я и хотела бы узнать. Но покуда мышавур мне мешает... Мышавур мы это не друид, узнаем что ли? ничего. Об этом не беспокойтесь. Друиды не доверяют чародеям. Но сердце мышавура на Я так понял, правильной это друид. стороне. Наверное, он просто не знает, что вы ищете Цири. Это не его дело. Я так и думал. В любом случае, Артскеллиг — моя земля. И вот тебе мое позволение. Изучай все, что считаешь нужным. Красиво. Спасибо. Не за что. Когда-то я принес клятву и намерен ее сдержать. Арнвальд! Передай друиду, что я должен с ним поговорить. Там же, где всегда. У Какое-то меня место есть встречи еще есть. одно дело. На этот раз касательно моих детей. Помнишь Хьялмара? Так вот, он поклялся убить великана из Ундвика и еще не вернулся из похода. А Керрис тут заявила мне, что отправляется в собственный поход. Вбила себе в голову, будто Удальрик не псих, что его прокляли. Великаны вымерли столетия назад. Кто-нибудь видел гиганта из Ундвика собственными глазами? Десятки беженцев. Великан опустошил остров, а остатки клана Тордорох я приютил на Артскеллиге. Я слышала, что перед появлением великана на Ундвике стояли небывалые морозы. Это правда. Ну, так или иначе, Ялмар решил, что убить великана и отдать остров людям — поступок, достойный короля. Сын собрал немалую дружину в Новой Гавани. Они должны были отплыть на Ундвик, а оттуда пешком добраться до Урскара. Это деревушка небольшая. И вот, думается мне, что для таких молодцев охота на великана затянулась. А потому... Их там, вот наверное, моя на ноль просьба. поделили всех и все. Для начала поспрашивай людей в Новой Гавани. Может, кто что знает о планах Хьялмара? Угу. Ты хочешь, чтобы я помог Керрис снять проклятие? Нет никакого проклятия. Керрис решила пойти по стопам Хьялмара и ищет подвига, достойного королевы. Зачем в таком случае моя помощь? Ведь ты, как я понимаю, хотел меня об этом попросить? Дело в том, что я ни на грош не доверяю Удальрику. Керрис не послушает ни меня, ни брата. Но если настоящий мастер объяснит ей, что она ошибается, то, может быть, она и опомнится. А потому прошу, объясни ей все как есть и верни ее обратно. Странно, что ты сам не участвуешь в борьбе за корону. Тебя многие бы поддержали. Сомневаюсь. Лугас безумный скорее поддержит нильфгардцев, чем меня. Кроме того, мужчина должен знать, когда следует уступить место молодым. Мужик-то уважаемый. Если Хьялмару и Керрис нужна помощь, я помогу им. Благодарю. Если всех поблагодарили, пора браться за работу. Надо понять, Цири по-прежнему на Артскеллиге или нет. Я оденусь поудобнее и сама тебя найду. Отправляйся на юг. Аномалия, которую нам нужно исследовать, уничтожила полосу леса у берега. Хераси аномалия. Славный получился пир, Крах. До свидания.
Ну, достойно, да. Ну, во-первых, F5 здесь нужна. Во-вторых, дети борются... Дети борются за трон. Давайте так это назовем по-простому. Им нужно совершить какой-то поступок, достойный короля. Этот чувак, он не лезет. Вообще. Типа считает, что это... Мне что-то заинтересовало вот это вот местечко. Ну, как туда пробраться, вот это вопрос. никогда не затупится. Спасибо, родной. Бессонная ночка, Ох, блядь, тут броник, что ли? Еще что? Здорово, братан. Гравировка, украшение. А, ну Расплавишь клинок и откуешь заново. Меч должен хорошо... Привет тебе, Белый Волк. Я ждал, что ты заглянешь. Да что там, был уверен. уважение. Лучшая мастерская доспехов на всем Скеллиге находится именно здесь, в Каэр-Трольде. Воспользуюсь случаем в этом убедиться. Слушайте, ну здесь прям... Не спеши. Здесь прям уважают, реально. Во-первых, товар. С удовольствием взгляну на товары. Слушай, ну у него прям битком. Давай ему сразу сбагрим ненужные, да, мне вещи. Так. Кровотечение, заморозка, равновесие, сила, наверное, атаки я скину. Шанс выжить оглушение, отравление, горение, мощь знаков, адреналин скину. Заморозка. Спасибо огромное, Таргет, за 19 месяц, тир 2 подписки. Спасибо, родной. Спасибо. По $10 подписка. Спасибо, брат. Так, есть контакт. Фигня. Угу. Так, что у тебя есть, родной? У тебя есть... Тю, бля, эти предметы ведьмачьего снаряжения по 40. Так давай я у тебя прям, в принципе, наверное, вообще все заберу. Почему бы и нет? Так. Опа. А вот и чертежи, о которых я говорил. Арт, Квен, Аксий, Игни. Большой гриф Игни. Бля, 500 монет он стоит, елки-палки. Жестко. Очень жестко. Пока, наверное, я приторможу. Уж больно... Эльфийские какие-то инструменты есть, еще что-то. Интересно. Пока что тормозну. Партеечку Гвинт. Я хочу сыграть в карты. Почему бы нет? Дружище, ну кем мне тебя наказать? Ты сразу говори, просто скажи сразу: Алексей, накажите меня, пожалуйста, там, да. Кем мне его наказать? Скажите мне. Я просто не знаю, кем наказать. В принципе, тут вообще любая колода, он отлетит сейчас. Ну что, севером тебя шибануть? Просто смотри. Просто сейчас как девочка разлетается.
Помянем. Анечка, спасибо, родная, за 16. Спасибо. Мгла? Чё, блядь? Хорошо. Ты чё, братан, я не пойму, ты это... Тебя, как бы, ну, нормально? В общих чертах вообще, как у тебя дела? Чё он делает? Ни хера не понял, но очень было интересно. Биполярка. Ты чё, родной? Что не так с тобой? Ну, я могу просто, наверное, вот так вот сделать. И вот так вот, наверное. Тут все равно что-то придется кидать. Я просто, ну, мне интересно, с чего он сейчас дальше заходить будет. Ну, о, родной. Ну, как он вывозить собрался? Ну, я не знаю, какую руку надо иметь, чтобы сейчас вывести. Мороз я оставлю, зачем? Не-не-не-не. Морозик, ребята, я оставлю. Морозик сейчас может пригодиться. Но он сейчас не вывезет. Так. Хорошо. Так. Катапульт. Угу. Достойно. На катапультах он, кстати, может неплохо сыграть. А его еще подбайтить маленько. Интересно, забайтится он, нет? О как. Просто накину, пусть он сейчас забайтится. Если сейчас еще одну такую... Ой, красиво. Ай, молодец. Ты ж моя няшечка. Ну а теперь я посмотрю, как ты отыграешь с 3 картами. Мое почтение, спасибо. Почему бы и нет? Спасибо, бро. Буду рад услышать какие-то твои. Да, что ты умеешь. Спасибо. Кинь в предложку, может быть, творчество свое. Я с радостью посмотрю. Че это было, я не понял. Че, неадекватный, что ли? Что это? Что это сейчас такое было? Я не особо вкурил. Но было очень интересно. Ты что-то родной тут намутил. Ну, у него рука вообще мега убогая была. Ужасная рука. Ему очень не повезло с колодой. Очень не повезло. Я прошу прощения, а что ты мне подогнал? Шилярд, Физ, что-то там. Что? Это что? У меня такое ощущение, что это Нильфгард. Еще один шпион подъехал. Я так думаю, надо вот этого одного убрать. Шпиончик. Бля, какая же здесь колода лютая. Просто лютая, мать его. Просто бешеная колода.
просто шпион. Я думаю, что он еще со мной раз сыграет. Он же сказал Вернулся? пару раз, Я да, был он сказал? прав, а? Пару партий. Я еще, наверное, раз с ним могу сыграть. Ну, правильно я понимаю? Я хочу сыграть в карты. Слушайте, я в этот раз, в принципе, даже вот этой колодой сыграю, Нильфгардом. Дружище, у меня для тебя, ну, такие себе новости. Я не знаю, как ты здесь будешь опять играть. Братишка, прям очень плохие новости для тебя. Максимально печальные, насколько только они могут быть. Как ты будешь здесь вывозить, я... Так, это интересно. Допустим. Говнецо небольшое упало. Так, хорошо. Ну давай, в 12 карт сейчас поиграем. Как бы мне тебя так наказать? Давай так сделаем. Посмотрим, что ты сейчас будешь кидать. А, так даже. Ну, давай. Забыл, кстати, про нового шпиона, моя ошибка. Ну, сейчас пусть он. Я что-то, ребят, забыл про нового шпиона. Извините. Я что-то маленько. Я забыл, что новый шпион появился. Так. Он сейчас вот в этот раунд будет грузить просто люто. Так. Продолжаем. Сейчас посмотрим, сколько он сюда вкинет карт. Просто по максимуму с него здесь сниму. Что вообще можно и нельзя только. Так. Баллиста. Держи. О, еще и ачивочку потратил. Молодец. Молодец. Красиво, дружище. Так. Ну, давай, поиграем. Достойно. Ну, давай, перебивай. Но он не вывезет. Блять, ну 8 карт, хотя хер его знает. Может и вывезет. Давай, родной. Пусть грузит прям по полной программе. Казнь. О как. Лучниками минусанул. Сейчас мы его вернем назад. А что, так можно было? Ну, давай. Опа. Чё с лицом, родной? Опа. Минус 28 сразу. Лол. Пацан там жопу себе вообще просто разрывает. Че, еще ты будешь грузить? Мгла.
Хорошо. Хорошо. Давай. Давай. Я посмотрю сейчас, чем ты там остался. Он берет дополнительную карту. Ага, так. Братик, у меня для тебя очень плохие новости. У меня для тебя очень плохие новости. Мне на твой этот туман вообще просто до сиреневой звезды. Тут у меня есть такая одна подруженька, которая сейчас еще вызовет кое-кого. Киевская электронная музыкальная тусовка с тобой. Уважение. Уважение. Опа. Спасибо, ребят. Ну, что мне тебе сказать? Я даже не знаю, чем мне тебя порадовать. На еще вот так. Легия, ребят. Мне кажется, сейчас еще что-нибудь прилипнет. Не, все. Не, карту он мне больше не дал. Ну, я не расстроился. В принципе. Будь здоров. Так, я предлагаю еще одну серийку сделать. Мои хорошие, как всегда, ставьте лайк, кому понравилась серия. Подписывайтесь на канал. Прямо сейчас на стриме сделаю вторую серию по Ведьмаку. Ссылочку на плейлист найдете внизу в описании. Ссылочку на канал и на все тоже внизу в описании, включая Инстаграм. Спасибо за подписку. Встретимся в новых сериях. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.